Технический вопрос. Сейчас на коллегии была поднята тема взаимодействия с бизнес-сообществом, взаимодействия с МВД. Вот, что конкретно имеется в виду, было заявлено, что должна быть создана, что отписки не нужны, что, что вот у МВД тоже есть свои мысли, да, на этот счет, и они в какой-то степени оправданы. Вот какой вот основной месседж вы вкладываете, говоря о взаимодействии? Проблема существует, она хорошо известна. Вообще-то в стране в целом, вообще гражданам, ну а бизнес-сообществу тем более, взаимодействие с правоохранительными органами они считают критически важным для создания благоприятных условий развития бизнеса. И я думаю, что они правы, так оно и есть. Но и правоохранительные органы наши признают, что много здесь возникает вопросов и проблем. В том числе и необходимо совершенствовать действующие законы с тем, чтобы они создавали объективные условия невозможности нарушения своего служебного долга представителей правоохранительных органов, но в то же время, чтобы и бизнес-сообщество действовало в рамках известных правил, законов, стабильных, которые бы обеспечивали интересы подавляющего большинства граждан, а не только бизнес-сообщества. Но и прежде всего имеется в виду различного рода проверочные мероприятия с тем, чтобы оградить людей, потребителей товаров, услуг от недоброкачественных товаров, от услуг, которые не отвечают современным стандартам и так далее. Ну а взаимоотношения между правоохранительной сферой и бизнес-сообществом, оно всегда в центре внимания. Да, кстати говоря, не только в нашей стране, но и в других странах. Предприниматели, как всегда, жалуются на определенные злоупотребления. А вот министр сегодня в своем докладе упомянул о том, что представители бизнес-сообщества часто сами обращаются в правоохранительные органы за защитой своих интересов, не в суд идут, а именно в правоохранительную сферу. Вот я же сказал, у меня есть основания полагать, что они идут не просто с улицы, как рядовые граждане, а идут к каким-то своим связям в этой правоохранительной сфере, на которой лежит все-таки особая ответственность, так же, как и на водителях, которые управляют автомобилем, а это средство повышенной опасности. На сотрудников правоохранительных органов особые обязанности возложены. Чтобы не получилось так, что сами бизнесмены во всем и виноваты, как у классика унтер-офицерская вдова, которая сама себя и высекла. Но, безусловно, я не могу не согласиться с тем, что нужно уделить этому особое внимание. Мы договорились о том, что в рамках рабочей группы, которая создана в администрации, вместе с представителями правоохранительных органов, с представителями прокуратуры, суда, вместе подумаем на тему о том, как и что нужно сделать для совершенствования действующих законов и создания на их базе нужной нам правоприменительной практики. Вот об этом, собственно говоря, и шла речь. Второй вопрос, извините, что отвлекаем вас. Вчера после переговоров с Нетаньяху пресс-конференции не было, вот сам Нетаньяху тем не менее заявил, что будет создана рабочая группа по совместному по выводу иностранных войск, вот, рабочая группа в Израиле, в России, по выводу иностранных войск из Сирии. Это первый вопрос, так ли это? И второй вопрос, как вы вообще сейчас оцените ситуацию в этой стране? Ну, это не мое дело точно давать оценки ситуации в той или иной стране, в данном случае в Израиле. Нет, я про Сирию спрашиваю. Ситуация в Сирии. В Сирии? Да. Значит, в Сирии ситуация, мне кажется, достаточно известна. Мы довольно открыто даем информацию, и мы максимально ее даем. Ситуация стабилизировалась. Существуют еще отдельные очаги сопротивления террористов, но они подавляются сейчас. Я думаю, что это в ближайшее время произойдет окончательно. Хотя есть такая зона, как, скажем, Идлибская зона, на правом берегу Ефрата, там еще не все стабильно. Над этим нужно работать, мы вчера об этом с премьер-министром говорили. А что касается рабочей группы, то идея заключается в том, чтобы со всеми заинтересованными сторонами, это прежде всего, конечно, Сирийская Арабская Республика, руководство Сирийской Арабской Республики, это
может быть, оппозиция, это страны региона, все, кто вовлечен в этот конфликт, создали бы такую рабочую структуру, которая бы занялась окончательной нормализацией уже после подавления последних очагов терроризма. Связано это в том числе и с выводом всех вооруженных сил с территории Сирийской Арабской Республики и с воссозданием в полном объеме сирийской государственности, с сохранением ее территориальной целостности. Мы всегда об этом говорили, это полностью соответствует российской позиции. Вот мы вчера этот вопрос и обсуждали. Что касается развития наших двусторонних связей, то они развиваются весьма поступательно. И надо отдать должное, израильское руководство многое предпринимает для этого усилий. Премьер-министр Нетаньяху работает над этим лично. И мы знаем его отношение к результатам Второй мировой войны, к роли Советского Союза, советской, так, Красной Армии. Вот вы слышали об инициативе создания мемориала, связанного с жертвами блокады Ленинграда. Мы, разумеется, очень благодарны израильской стороне за эту работу и постараюсь принять участие в открытии этого мемориала в Израиле. Мы надеемся, что несмотря на внутриполитические события, предвыборные ситуации, что как бы она ни сложилась, преемственность в развитии российско-израильских отношений будет сохранена. Спасибо. Спасибо.